Несколько советов для того, чтобы создавать самые идеальные корзинки. Для вязания идеальных корзинок нужно выбирать правильные инструменты. И лучше брать крючок с ручкой, потому что ручка позволяет ограничивать амплитуду движений крючком, и тем самым ваши петли будут более похожи друг на друга. Смотрите. Итак, когда я вяжу галочки крючком, у которого есть ручка, видите, я вытаскиваю ножку петли, а сами петли упираю в ручку. Тем самым амплитуда моих движений ограничивается. И мои петли становятся ровнее. Если же я использую крючок, у которого нет ручки, то тогда амплитуду моих движений не ограничивает ничто, и я могу как угодно вытаскивать вот эту петлю, и каждый раз эти петли будут получаться разными. Ну а если речь зашла про инструменты, то я могу сказать, что вязать крючком из трикотажной пряжи лучше верхним хватом. Смотрите, при вязании крючком обычно вязальщица держит крючок либо нижним хватом, вот так, как ручку, да, где крючок, получается, держится 3 пальцами, либо как спицу всем кулаком. И в данном случае крючок держится всеми 5 пальцами. Вязание из трикотажной пряжи требует физической силы, потому что пряжа толстая, особенно вот эта пряжа с лицевой нарезкой. Она абсолютно не тянется, она достаточно толстая, и здесь нужна прям физическая сила для того, чтобы провязывать эти петли. 5 пальцев, то есть кулак, всегда намного сильнее, чем 3 пальца. 3 пальцами у меня, наверное, даже не получится сделать эту галочку. Поэтому, если вы владеете нижним хватом, то я рекомендую вам начать тренироваться вязать верхним хватом, потому что, скорее всего, нижним хватом у вас в принципе не получится вязать из трикотажной пряжи. Я не видела ни одного видеоролика, ни одной мастерицы, неважно на каком языке бы она говорила, из какой страны бы она жила, чтобы она работала трикотажной пряжей нижним хватом. Плюс у меня специальный эргономический крючок с эргономической ручкой под верхний хват. А ручка в вязании из трикотажной пряжи, как я уже говорила, играет большую роль. Про крючки поговорили, теперь про пряжу. Для создания идеальных корзинок нужна идеальная пряжа. Прежде всего, пряжа должна быть новой. Если вы хотите связать идеальнейшую корзинку, то не вяжите ее из бэушной пряжи. Также, если вы вяжете какое-то изделие впервые, я рекомендую сначала связать его из какой-то пряжи, которая уже была в использовании, да, а потом связать это изделие как чистовик. У меня, например, есть несколько мотков, которые вязаные и перевязанные, которые я использую как макетную пряжу, из которых я сперва придумываю изделие, сперва вяжу его как черновик, а уже только потом я распаковываю новый моточек и вяжу на чистовую из нового моточка, из новой пряжи. Потому что в процессе вязания нитка мнется, нитка вытягивается, и вернуть ей первоначальный вид ниточки, которая уже была в вязании, если это особенно трикотажная пряжа, и трикотажная пряжа с изнаночной нарезкой, будет достаточно сложно. Техника провязывания галочек. Для того, чтобы галочка в раскол на лицевой стороне появлялась гладкой стороной ткани, нужно правильно подавать нить. То есть нить, которая идет от петли, на указательном пальце ложится срезом наверх. Тогда смотрите, когда я делаю галочку,
подхватываю, вытаскиваю. Тогда эта галочка поворачивается гладкой стороной ткани на лицо. Провязываю. Также для того, чтобы галочки были пушистыми, чтобы они не были тонкими и перетянутыми, всегда следите за высотой ножки галочки. Итак, делаю галочку. И вот здесь я не стесняюсь, я всегда вытаскиваю ножку длинную. То есть, видите, у меня 2 петли, и какая между ними разница? Вот эта петля практически в 2 раза выше, чем вот эта петля верхняя. Это ножка, а вот это шапочка. Затем я подхватываю рабочую нить справа, снизу крючком, и провязываю. При вязании донышка, когда я вязала вот эти ряды поворотными рядами, там не столь принципиально, как подхватывать рабочую нить, когда мы провязываем шапочку. А вот при вязании галочек, для того, чтобы галочки не уходили влево, чтобы они стояли ровно и смотрели ровно вверх, сначала нужно хорошо вытащить ножку. Вот так. Причем, заметьте, ножку я подхватываю крючком снизу, да? Вот у меня крючок идет снизу, нитка ложится сверху крючка, и я подхватываю ножку, вытаскиваю ее, вытягиваю до предела, используя амплитуду своего крючка, а затем завожу крючок справа. То есть не вот так, а вот так. И тогда петельки смотрят строго вверх. Для создания идеальных картинок с четкими углами это особенно важно. Для вязания элемента угла, для того, чтобы он был ровный и всегда одинаковый на всех уголочках, можно использовать второй крючок. То есть первую петлю я делаю первым крючком. Дальше мне просто неудобно. Мне придется изгибать корзинку. Я беру второй крючок в помощнике и делаю элемент угла. Здесь не забываю расправить нить, если она как-то смялась. Лучше ее расправить сразу. Вот так получается. Бывают такие моменты, когда рабочая петля стоит на крючке перекрученной. Тогда ее тоже нужно поправлять и как бы следить за тем, чтобы вот эта петля особо не перекручивалась. Обычно я вытаскиваю ее до предела, расправляю и затягиваю опять, да? Если опять мне кажется, она какая-то смятая, я ее вытаскиваю и затягиваю. Тогда она расправляется. Особенно часто это происходит при вязании из плоского шнура. Также никогда не вяжите сильно скрученные нити. Если нить у вас в процессе разматывания моточка сильно перекрутилась, то в вязании она будет ложиться тоже скрученной, она не будет вам давать красивую поверхность, и ее все время придется поправлять и раскручивать, да? И это просто сильно замедляет работу, поэтому я рекомендую всегда следить за тем, в какую сторону скрутилась нитка. Если она у вас скручивается в одну сторону, да, то можно просто взять моточек, перевернуть его и начать его разматывать в другую сторону. Тогда нитка сама по себе в вязании выпрямится.
Также можно не использовать этот лайфхак, а пользоваться разными подставками, на которых моток просто вращается. Тогда подача нити всегда будет ровной. Ну а если такого приспособления у вас нет, его всегда можно сделать самостоятельно из обычной вязаной корзинки. Нужно взять достаточно большую корзинку из трикотажной пряжи и какую-нибудь толстую спицу. Втыкаю спицу в корзинку, затем в моток пряжи и затем вывожу спицу с противоположной стороны. Немножко пригибаю края корзинки, чтобы зафиксировать их, и можно разматывать клубок из этой корзинки. Ниточка тогда разматывается ровная, не закрученная. Следующий совет, как незаметно соединить одну нить с другой без узлов и сшиваний. Новую нитку, которую я буду вводить, я кладу вдоль вязаного ряда. А старой ниткой, которую я вязала, вот она, продолжаю вязать обычные галочки. Нитку новую я ввязываю в этот ряд. Так я вяжу 3-4 галочки. Нет. Давайте вот так. Итак, несколько галочек я связала. Дальше тяну за хвостик, чтобы он скрылся в вязаных рядах. Беру опять старую нитку. Делаю ножку старой ниткой, а теперь шапочку я провязываю новой нитью. И тем самым нити у меня поменяются. Поправляю нить, петлю на крючке, чтобы она легла ровно. И продолжаю вязать уже новой ниткой, а теперь старую нить я ввязываю в ряд. Кладу ее на вязание. И продолжаю вязать галочками. Вот так получается с лица смена нити. И вот так получается с изнанки смена нити. Узлов никаких не наблюдается. Ну и главный секрет придания формы для любой корзинки — это, конечно же, утюг. Утюг разглаживает складочки, делает поверхность ровной и красивой. Я использую трикотажную пряжу Biscuit, ее можно гладить и по лицевой стороне, она не лоснится. При использовании другой пряжи я рекомендую гладить ее через какую-нибудь влажную ткань. Надеюсь, что вам понравилось это видео, что вы узнали из него что-то новое и что-то полезное, и что эти небольшие советы помогут сделать ваши корзинки еще немного идеальнее. Спасибо большое за внимание. Не забывайте про лайки, подписку и колокольчик. Пока-пока. Ну и, конечно же, ссылки на все полезные материалы, инструменты и пряжу, а также на все мастер-классы об идеальных корзинках я оставлю внизу под видео. Заглядывайте туда, там много полезного.